Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Недавно я закончила шить большой блок, и остались узкие полоски ткани. Сразу же найдем им применение. Не будем откладывать долги в ящик. Шить будем по основе. У меня это клеевой флизелин. Самый простой. 27 рублей за погонный метр. У меня полоски длиной около 15 сантиметров, некоторые чуть длиннее. Поэтому флизелин возьмем шириной 15 сантиметров, а длиной сколько получится. На него начинаем нашивать наши остатки от остатков. Удобнее работать сразу с несколькими заготовками. Нашили полоску на одну ленту из флизелина, тут же переходим на другую. Нашили, отогнули, приставили следующий лоскутик, пришили его. Так мы шьем и шьем, заполняем всю основу. По мере работы располагайте заготовки так, как вам будет удобнее. Большая часть должна быть слева. Когда все лоскутики пристроены, тщательно подтягиваем и проутюживаем заготовки. А вот теперь можно оценить всю прелесть работы с клеевым флизелином. Все лоскутки хорошо держатся, и можно спокойно работать дальше. Теперь подравниваем заготовки и отрежем лишнюю ткань. Потом наметим среднюю линию у этой полосы и разрежем ее вдоль пополам. И получаются у нас прекрасные полосатые полоски. Их очень удобно хранить. Просто сворачиваем в рулончики. А в случае необходимости легко использовать. Но зачем откладывать на завтра то, что можно съесть сегодня? Мои самые любимые, самые внимательные зрители, конечно же, помнят это красивое лоскутное полотно в виде паркетных досок.
А сейчас мы его доведем до ума. Для начала подровняем края и отрежем лишнюю ткань. Тщательно проверим все стороны и углы. Размер моей заготовки получился 60 на 90 сантиметров. Хочется его немного увеличить. Для начала обошьем со всех сторон полосками ткани шириной 5 сантиметров. Сделаем такие рамочки. При этом обратите внимание на порядок работы. Сначала обшиваем две противоположные длинные стороны. Потом эти полоски отгибаем и тщательно проутюживаем. А уже после этого переходим к работе над двумя другими сторонами. Полоски ткани отмеряем нужной длины, закалываем их булавочками, а уже потом шьем. Специально останавливаюсь на этом моменте, потому что бывает, что углы вытягиваются. На следующем шаге будем присоединять наши веселые цветные полосатые полоски. А заканчивать работу будем широкими полосками темно-синей ткани. Мне хочется сшить небольшое детское одеяло. В своих работах я уже использовала утеплитель Julitex, и мне понравилось с ним работать. Он есть разных видов. У меня остался кусок Julitex термо плотностью 150 грамм на метр. Поработаем с ним. Для обратной стороны лоскутного одеяла используем вязь с неярким рисунком. На нее лицом к лицу укладываем цветную лоскутную деталь. Сколем обе детали булавочками и прошьем их по периметру, оставляя отверстия для выворачивания. Я решила пойти по пути наименьшего сопротивления. Шить лоскутный пододеяльник, а наполнитель Julitex просто вложить внутрь и простегать. Но, конечно, сначала соединим его с лоскутным пододеяльником, а после этого вывернем нашу заготовку, расправим, подтянем все углы и заколем английскими булавочками для квилтинга. Если хотите, то можете сначала простегать иголкой с ниткой. А уже после этого можно приступить к стежке. Не будем усложнять себе жизнь. Центральную часть простегаем квадратами. Строчку сделаем фигурную, зигзаг в 3 стежка. Начинаем работу с середины полотна. Следим за тем, чтобы ткани лежали ровно. Хорошо, что полотно получилось не очень большое. С ним можно работать на обычной бытовой швейной машинке. Но, естественно, используем приставной столик. Надо, чтобы полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Не знаю, видно вам или нет. Центр простеган квадратами, а дальше уже просто прямые параллельные линии. Получилось у меня прелестное детское одеяло. Размер 1 на 1,30 м. Оно очень яркое и нарядное. Ученые и психологи
определили, что детей дошкольников привлекают яркие чистые цвета. А с таким одеялом, игровым ковриком маленьким детям будет интересно изучать разные цвета. Когда дети взрослеют, они начинают любить более нежные оттенки цвета. Розовые, голубые, сиреневые, фиолетовые. Ну что, мои хорошие, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интересней, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить мое новое видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!